Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я сегодня встала поздно, но потому что я вообще не могла уснуть, поэтому я в 4 утра проснулась и решила не тратить время зря, досняла предыдущий лайф-влог, приготовила суп, еще какую-то часть бытовой техники кухонной помыла. Поэтому, в принципе, дел я поделала, не просто так. Но потом легла, вырубилась, вот сейчас встала. В 3 часа дня я встала. Но, к сожалению, никак было по-другому. Так что с режимом пока просто беда. На улице. Я не знаю, у нас там и ледяной дождь был, и всякое. Конечно, жесть. Но, с другой стороны, хотя бы сейчас снежок и нет луж ужасных, что, конечно, радует. Сейчас я уже приготовила, что еще из бытовой техники буду мыть. Я прям решила по возможности сегодня так ударными темпами завершить уборку со всем этим. По крайней мере, доубираться там, тем более ерунда в шкафчиках на кухне, помыть духовку. И в икеевском шкафу, во втором, где у меня техника хранится, все доубирать, домыть, хотя бы это. И уже дальше буду приступать, потому что вчера мне там, где у меня компьютер, ноутбук стоит, внизу принтер-сканер, и там легкий бардак, да и даже не легкий. И нужно тоже убраться. Там у меня лежали еще стопка книжек, целых 9 штук. Я их отдала подружке. Теперь освободилось место, что уже хорошо. Кое-что надо выложить на Авито. И так я не знаю, видно будет на камеру или нет. Да, видно. Видите подтек? Это в очередной раз, видимо, то, что они там делали, фасады, да, белое здесь в данном случае, через несколько окошек там бордовое. Я не знаю, как с бордовым, но с белым тут точно беда, потому что уже несколько раз, как только какой-то сильный дождик, с той стороны по окнам такие подтеки. Я надеюсь, что со временем все-таки это как-то такого не будет, потому что в прошлый раз были сильные подтеки, я мыла. Сейчас уже, как говорится, извините, я мыть не буду. Хотя я очень часто снимаю вид из окна, не знаю, что-то мне не очень улыбается открывать там, хотя можно на самом деле открыть, быстренько протереть как-нибудь. Так, я как раз в ночи приготовила суп, и, соответственно, понимаю, что могу заснуть. Горячий не поставишь, поэтому отнесла на балкон. И сейчас это самое. Так, цветы. Надо еще оборвать листья. Посмотреть, что тут творится. Все-таки, короче говоря, это в холодильник надо поставить. У меня тут орхидея в том году не зацвела. Хотела зацвести, но там обломалась веточка. А в этом году, смотрю, будет цвести. Такой хозяйки, как я, это, конечно, фантастика. Оно и понятно, как и говорят, не трогайте цветы, и все. И дайте им спокойно расти. Так, эти горшки все-таки очень удобные из Леруа Мерлен, но они не только там есть. Но единственное, важно знать, что их нужно прям практически полностью заливать, потому что если поливать по чуть-чуть, то вы будете хоть через день их поливать, они могут засохнуть. Потому что все это сливается вниз. И приготовила там измельчители и йогуртницу тоже надо помыть. Раньше я часто пользовалась, потом убрала, но надо, короче говоря, помыть. Как всегда, использую антижир. Для меня это практически, не практически, а точно универсальное средство. Антижир и антиржавчина. Все, что не вымоет антижир, вымоет антиржавчина. Хотя ржавчины у меня дома нет, слава богу. Значит, здесь и 2 стакана от измельчителя, йогуртница, там еще это, знаете, такая штука, как раньше магазин на диване был,
рекламировали, ну, там можно там ягоды положить, покрутить, и, допустим, мытые, вода стечет, ну, там, видимо, блины замешивать, еще что-то, вот, короче, такая штука, ну, она, с ней все в порядке, соответственно, я ее тоже вот натерла, я думаю, сейчас достаточно, полежит минут все 5, потом я помою. И вот уже приготовила из Fix Price, это очень давно мы покупали, просто мы так и не открывали эту упаковку. Коврики я уже забыла, там они не только для посуды, еще для чего-то. Ими мыть можно, кстати говоря, да, там было написано. В общем, сюда буду складывать. Пока у меня действует там антижир, я решила застирать брюки, ну и уже потом в стиралку положить. Это я в ту пятницу прогулялась, причем у меня, я рассказывала, такие ботинки, они супер удобные, но у них подошва, видимо, сделана таким образом, что брызги летят. Потому что с другой обувью у меня такого нет. И, в принципе, я человек аккуратный, но, короче, все забрызгано было, а к концу дня я прошла 24 километра, и было месиво. Короче, я вся была убрызгана, позорище просто. Вот. Ну и, знаете, этот материал, вот спортивный костюм, он российский. Вот честно, больше я ничего российского не хочу покупать. Ну, во-первых, материал ужасный. Вот эта вот резинка на поясе, она лопнула сразу. Потом вот ткань непонятно какая. То есть кофта очень крутая. И она мне еще послужит, наверное, я думаю, несколько сезонов. А брюки все на этот сезон. И вон, видите, уже что творится. Короче, еще и сломала сейчас вот эту вот щеточку. Но она мне, кстати, много лет служила. Ладно, куплю новую. В общем, кое-как хозяйственным мылом все это дело замывала. Но сейчас буду уже стирать. Стиральную машину тоже запустила. То, что лежало в раковине, я почти все помыла. Но кое-что отправила обратно. И плюс положила еще вторую часть. Дело в том, что вот какие бы перчатки хорошие не были, я поняла, что я не могу в них. Но придется, потому что с бытовой химией, как бы, знаете, когда один раз что-то намазал, можно и так обойтись, если нет аллергии. Но в таком большом количестве все-таки перчатки необходимы. Но я поняла, что я несколько вещей не промыла. Мне казалось, все, я хорошо потерла. Ну, в общем, да. Я просто реально не могу ничего в перчатках делать. Повесила белье и сейчас запущу еще. И потом я тут искала в икеевском комоде кое-чего. И что-то ящик не задвинулся, надо будет разобраться. И, собственно, там белье убрать так и не положила. И еще тут для ремонта все искала, тоже надо навести порядок. Сейчас я уже убираю йогуртницу, я ее помыла и буду вот эту машинку фея мыть. Вообще абсолютно бесполезная вещь. Я помню, я даже знаю, почему она у меня грязная, потому что мне нужно было срочно что-то натереть. У меня ничего не получилось, я психанула, вот эту часть, естественно, контейнер помыла, а здесь даже не заметила. Намазала все антижиром, на сей раз Фаберлик, потому что из Fix Price у меня закончилось средство. Помою и уберу, потому что мне реально не нравится эта шинковка. Но, знаете, кому-то может понравиться. Вот. Потому что мы все разные. Вот, например, я это средство люблю и из Fix Price, а мама что-то другое использовала. Или, например, мне нравится терка Декок, а мама любила обычную. Или вот, например, что мама, что я вот измельчали лук вот этой штукой. Ну, у меня еще есть одна, а папа только ножом любил. А, кстати, сейчас я тоже. Вот если одну луковицу, я лучше ножом измельчу, а уже там 2 и больше, тогда да. Так что тут кому что. Вот на этой полке я убралась, но здесь все будет по-другому стоять. Там только частично помыла. Завтра, наверное, буду домывать, а может быть и сегодня. Сейчас на эту полку буду все ставить, на нижней полке, а это 2 еще предстоит. Так, машину уже полоскает. Стираю я вот таким средством от Velour. Раньше я его в другом дизайне покупала в магазине Fix Price. А сейчас на Simolen's заказала, потому что на Wildberries он есть, но достаточно дорого, а на Simolen's 120 рублей. Он мне очень нравится. Во-первых, у меня нет от него аллергии. Он хорошо выполаскивается. От белья потом порошком не пахнет, гелем этим. И белье сохраняет свежий вот аромат, ну просто чистое белье, да.
Вот сколько будет в комоде после стирки лежать, столько и будет вот просто чистое постиранное белье. Это очень важно для меня, и никакой аллергии, повторюсь, нет. И самое важное, это то, что при этом, когда стираешь, аромат, вот у меня в ванной, да, машинка стоит, на всю ванную комнату, но очень нежный, очень такой классный аромат, просто вообще супер. Но вот сейчас я вытащу белье, от него пахнуть не будет, и уж тем более, когда высохнет. Но вот в момент стирки я прям вот сейчас заметила, несколько раз заходила, классно пахнет. Видео подписала, выложила. Сейчас повешу белье, а потом вот это все помою. Помыла, следующую партию вон там положила, еще сейчас буду. Следующие на очереди две соковыжималки, одна для цитрусовых, одна такая, типа яблоки, морковка и тому подобное, и омлетница, вот это вот. Ну, в принципе, я ей редко пользуюсь, я ей где-то в июле попользовалась, ну, до этого, но она у меня уже много лет. Две соковыжималки помыла, вот ту машинку феи тоже, яйцеварку, это точнее, это, господи, омлетницу тоже. Здесь в очередной раз полно всего чистого, и в сушилке тоже лежит еще много. Сейчас я буду мыть вот эту вот, в общем, измельчитель, которым я пользуюсь. Измельчаю в основном капусту, ну или же когда делаю печень. Короче говоря, ее требуется хорошенько помыть. Отмыла. Все постепенно убираю, сложила эту терку, честно, никогда я даже не пользовалась. А у меня еще наподобие есть. Это тоже помыто. Ну вот, да, все-таки как-то я с ней не подружилась даже в формате нарезки кабачков, честно говоря. Но в любом случае помыла вафельницы и эту, как она, ну, которая корзиночки делает, забыла, как называется. Ну, вместе с начинкой. Надо сказать, что вот эти две вафельницы, вот эти, это, конечно, вот сами, ну, вафли там разной формы. Конечно, печется все хорошо, претензий нет, но большая проблема заключается в том, что не снимаются вот эти сами формы, куда заливается тесто. Невозможно помыть. Ну и, короче, да, это, конечно, проблема. Вот. Ну, потому что здесь вот, где корзиночки, здесь проблем не возникает, потому что там тесто не жидкое наливается, поэтому тут все проще. Всякая мелочь. Мясорубку отмыла, даже не ожидала. Мне вообще нравится вот так вот мыть, потому что сначала вещь грязная, а потом становится такой чистый, красивый. Вот электрической мясорубки у меня нет. Ну, просто у меня родители покупали, несколько раз их не устраивало качество, они в этот же день сдавали обратно. Вот. Ну, а мне вообще и такая-то, в принципе, не нужна. Уж если я ем мясо, я лучше куплю даже тот же самый фарш. Понятно, что домашний, ну, как бы лучше. Но я как бы не хочу этим заморачиваться, мне оно не надо. Но, тем не менее, помыла. Ну, тут еще всякие штучки. Там вон замочила много. На сегодня я уже буду заканчивать уборку. Мне еще нужно вот этот икеевский контейнер помыть. У меня всякая мелочевка здесь хранилась. Но я, во-первых, этот контейнер будет в тумбочке лежать, а не в шкафу. И я, конечно, пересмотрю немножко хранение, кое-что я выбросила. И сейчас здесь все убрала, решила протереть. Потому что пока я все это отмывала, я набрызгала на стены, поэтому сейчас тут все помою и верну цветы на место. Кстати, я собиралась, говорила в одном из влогов, что икеевскую эту зелень я тоже помою. Ну, я прям собиралась ее мыть, но я это сделаю после того, как наведу здесь порядок. Потому что так или иначе тоже что-то брызнешь. Гейзерную кофеварку я упаковала обратно в коробку. Тут у меня еще электроточилка.
Для ножей, ну, кстати, я и не пользуюсь, потому что есть еще и советская. Потом, ну, вот эти вот колечки, 3 кольца, маленькое, среднее и большое, вот эти делать, красиво оформлять вкусняшки. У меня есть еще одно квадратное, вот, ну и одно еще в Питере. Я вот сюда все положила, ну и вот это вот так сойдет. Вот эту, кстати, штуку, освежитель воздуха, я вообще не пользуюсь ей, но я просто не люблю такие всякие ароматы, но надо помыть. У меня, кстати, их целых 3. Поменяла все местами, так будет компактнее. В итоге здесь полностью освободилась полка. Здесь я еще все буду переделывать, но вот на освободившуюся полку я поставила все, что стояло тут. А сюда поставила то, что было на кухне в шкафчике. Я его найду чем занять. Вот. Правда, я бы предпочла, наверное, чтобы вот это стояло пониже. Но мне просто не хочется сейчас на ночь глядя менять высоту. Хотя, слава богу, в Икее, как вы видите, можно все сделать. Все-таки все для людей, надо сказать. Я, кстати, до этого почему-то и не пришло мне в голову. А сейчас думаю, а что-то мне раньше в голову не пришло. Я даже ну, в принципе, теперь у меня уже тут... Не знаю, может быть, завтра опущу полки. Хотя нет, вот эта штука не позволит. И здесь тоже не получится. Ну, в принципе, все правильно я поставила. Нормально. Хорошо бы, конечно, сюда бы вместить еще одну мультиварку. Это было бы просто восхитительно. Но вот та у меня вместилась, а Эленберг, Endeavour не вместится. Вот здесь вот у меня мультиварка. Ее, кстати, еще придется мыть, как я и собиралась. Тоже этим займусь, наверное, завтра. Так вот здесь вот освободилось место. Я вообще думаю, что... Мне просто здесь нравится, что в другую сторону дверца открывается. Поэтому, наверное, сюда я поставлю все кастрюльки, а вот это будет выше лежать, в другом шкафчике, в другом отделении. Плиту, соответственно, духовку буду мыть уже завтра, потому что я угробила массу времени, но на сегодня я еще не заканчиваю, потому что всякую мелочь надо тоже уложить. Но вот если рекомендовать между двумя мультиварками, которая Panasonic и вот Endeavour, знаете, надежнее Panasonic, у нее хорошая форма, у этой форма вздулась. Вот это, конечно, проблема. Здесь масса функций, она разгоняется до очень высоких температур, буквально в прямом смысле слова за считанные секунды. Это, конечно, потрясающе, но вот такая проблема. Разложила все в контейнер, то, что должно лежать в другом месте, я переложила. Тут пока что вот так, а дальше посмотрю. Сейчас я попью чай, смонтирую видео, загружу и лягу спать. Надеюсь, что я все-таки смогу уснуть. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.